В этом видео на протяжении нескольких минут я буду унижать компанию Apple и восхвалять бренд для якобы бомжей Xiaomi. Идея купить новый ноутбук была вызвана не желанием, а необходимостью. Девушке для удобной работы было нужно портативное устройство, а то, видите ли, работать на полноценном ПК, сидя за креслом, это неудобно. Поскольку ноутбук я покупал не для себя, игровой вариант не рассматривался. Нужна была именно рабочая лошадка для всяких программ, сериальчиков с элегантным корпусом, хорошим экраном, компактностью и так далее. Я думаю, что после такого описания неудивительно, что первым на ум приходит MacBook. Действительно, для людей, которые привыкли к технике Apple, это очевидный вариант. Кто как бы не относился к яблочной компании, им стоит отдать должное. Очевидно, что они первые придумали строгий, красивый и практичный дизайн, который немало повлиял на направление развития ноутбуков. Но мы-то здесь с вами все настоящие работяги, а не какие-то там мажорчики с деньгами от родителей или богатых папиков. О нет, технику еблодрочеров мы оставим для таких вот ребят, а сами воспользуемся самой передовой и лучшей техникой Великого Китая. Удар! Партия гордится! 150 баллов социального рейтинга, плюс вторая миска рис. Но если без шуток, в этом видео я хочу рассказать вам о лучшей замене MacBook на винде по соотношению цена, характеристики, комфорт. Кстати, это видео я записываю на свой новый микрофон Fifine, очень крутой, правда, я даже решил сделать обзор и на него. Ролик сможете найти у меня на канале, советую посмотреть, прям годная вещь. Думаю, подписчики заметили, что звук стал лучше. Не хочу вас томить и сразу расскажу про самые его лучшие стороны. Внешний вид. Может, на фото он выглядит обычным, однако в жизни очень красивый. Понятное дело, что на 90% тут все слизано с Apple. Тест на MacBook он проходит абсолютно без проблем. А это, как говорится, Revolution, Джонни. Корпус полностью металлический, со всех сторон, сверху, снизу, по бокам. Выглядит он монолитно и весьма прочно, хотя это немного добавляет веса, но, знаете, скорее такого приятного веса. Чувствуется, что дорогая вещь, а не игрушка какая-то. Клавиатура полноформатная, с подсветкой. В моем случае на клавишах наклейки с русской раскладкой. Из Китая ноутбук приходит без русских букв, но можно сделать лазерную гравировку и будет выглядеть вообще идеально. Просто я пока зажопил на это деньги, если честно, хотя там цена вопроса всего-то 1500–2000 рублей. Также рядом можно заметить кнопку включения, в которую встроен отпечаток пальцев. Очень удобная вещь. Вместо того, чтобы каждый раз вводить пароль, просто прикладываете палец и все. Причем можно добавить сразу несколько отпечатков, если у вас не один пользователь ноутбука. Сверху на крышке красуется гордая надпись Redmi, немного вычурно, как по мне, и эту же надпись можно встретить на нижней грани экрана. Давайте посмотрим, какие есть порты подключения. Сначала с левой стороны. Разъем Type-C Thunderbolt для быстрой зарядки и передачи данных, HDMI для подключения к телевизору или монитору, разъем 3,5 мм для наушников или микрофона. С правой стороны один разъем стандартный USB Type-A 3.2 Gen 1. Немного маловато, скорее всего понадобился бы хаб для комфортной работы, зато при этом есть еще один вход Type-C, а также карт-ридер. Почему бы и нет, вполне себе нужная вещь. Зарядка, кстати, осуществляется как раз через Type-C порт, причем с любой стороны, что очень удобно, а сама она довольно мощная, на 100 Вт. Ноутбук от нее заряжается очень быстро, всего лишь за 70 минут. Самого заряда хватает на 12 часов работы при прям минимальной нагрузке. Давайте теперь самое сочное. А что у нас по железу? Тут не все так просто, поскольку бывают разные вариации этого ноутбука. Можно выделить аж целых 3 варианта. Перечисляю. Самый слабый на Ryzen 5 6600H со встроенной графикой 660M. Средний вариант, как раз тот, который я купил, на Ryzen 7 6800H и графикой 680M.
Ну и самый жирный вариант на том же 7-м Ryzen, однако уже с дискретной карточкой RTX 2050. В остальном все железо одинаковое, отличаются только процессоры и видюхи. Но еще можно выбрать разный вариант памяти, например, у меня на 512 гигабайт, но есть и на 1 терабайт. Хотя внутренняя память здесь стоит M2, так что можете сами заменить хоть на 2 терабайта, если вам нужно. Здесь же я хочу рассказать об одном достаточно жестком минусе. Это распаянная память ОЗУ. То есть тут нельзя добавить или заменить оперативку. 16 гигабайт для многих людей будет достаточно, даже в современных играх редко требуется больше, разве что какой-нибудь Hogwarts Legacy исключение, но это ладно. Однако, если вы занимаетесь сложной 3D графикой, тогда этот вариант не для вас. Там действительно больше ресурсов требуется, это стоит иметь в виду. Относительно выбора модели вопрос интересный. Я прям четко понимаю, какая модель для кого создавалась. Самая слабая версия для тех, кому просто нужен красивый, комфортный ноутбук для работы. Знаете, там создать таблицу в Excel, написать отчет в Microsoft Word, отфотошопить карточку товара, а вечером посмотреть на нем сериальчик. И все это сделать с максимальным комфортом на красивом ноутбуке. Короче, хороший вариант для девушек и true офисных работяг. Средний вариант с процессором Ryzen 7 6800H и более мощной встройкой 680M. Это вариант для тех, кому не жаль переплатить буквально 5-6 тысяч рублей сверху, но зато получить уже более уверенную производительность в играх и тяжелых программах. Я смотрел некоторые тесты, в целом разница между минимальной и вот этой средней версией может составлять 15-20 FPS в играх. Сейчас дальше мы, кстати, протестируем этот ноутбук в ремейке Resident Evil 4, а также в Киберпанке, и посмотрим, как он себя показывает. Спойлер, хороший результат для неигрового ноутбука. Ну и наконец, для кого же нужен вариант с дискретной картой RTX 2050? Думаю, это подойдет тем, кто по какой-то причине не хочет покупать себе игровой ноутбук, а хочет именно такой компактный, элегантный вариант, внешне похожий на MacBook, но при этом, чтобы можно было все-таки пару-тройку раз в недельку запустить какую-нибудь игрушку и быть уверенным, что получится поиграть в нее с комфортом. Ну и тем более, если вы занимаетесь монтажом, более мощная видюха также однозначно будет плюсом для вас при рендере. Цена, соответственно, на все модели разная. Я для себя, точнее для девушки, выбрал средний вариант с графикой 680M, и мне он обошелся в 61 тысячу рублей, со всеми купонами и так далее. Для сравнения, самый мощный вариант обойдется где-то 1000 на 13 дороже, а самый слабый 1000 на 6 дешевле. Как я обозначил, он так-то не игровой, но возможность поиграть в нем неплохая такая имеется. Я специально выбрал новинки. Это Resident Evil 4 ремейк, прям вот не так давно вышло, и Киберпанк 2077. Ну и давайте смотреть. Сразу сделаю пометку, что у меня провод питания подключен к ноутбуку, чтобы у нас были прям максимальные мощности. И в данный момент настройки игры у нас минимальные. Экран Full HD разрешение, частота кадров до 60, и все остальное выставлено на низкие настройки, самые минимальные, которые можно фактически выбрать. Итак, на минимальных настройках игра выглядит хорошо. Как вы видите, это около 50-60 кадров в таких вот, ну, не нагруженных сценах легких, то есть вот мы просто где-то там ходим. При этом это, ну, все-таки достаточно новая игра, требовательная, вот не на каждом старом железе она пойдет. Ну, давайте сразу ринемся в бой и посмотрим, как ноутбук будет вести себя при таких условиях. Так-то стабильно у нас работает не на 50-60 FPS, а все-таки где-то 45-46, вот что-то такое. По-моему, ниже 40 не падает, то есть где-то стабильно от 40 и до 50 с копейками доходит. Вот сейчас была сильная просадка, кстати, где-то до 33 кадров. Ну, это ладно, думаю, не страшно, бывает. Попытаемся максимально загрузить видюху. Вот здесь огонь, здесь люди. Чтобы побольше была нагрузка, можно было посмотреть, как справляется действительно этот ноутбук с подобными играми. Но в целом,
Как бы да, это не идеально, это все-таки низкие настройки, но играть вполне себе можно и вполне себе приятно. Теперь давайте попробуем повысить настройки уже где-нибудь до средних, примерно каждый параметр. Давайте. На максималках, я думаю, смысла нет, потому что явно уже не так просто будет ноутбуку с этим справляться. У нас показано, что загружено 3 гигабайта из 8 доступных. По поводу FPS, вот мы вернулись теперь к значению более такому консольному, около 30 кадров плюс-минус, то есть, ну, видите, то неровно держится где-то 28, 29... 30, вот такие значения. Давайте теперь я оставлю частоту кадров до 30 и снижу разрешение до Full HD. Посмотрим, как это повлияет на игру. И включим еще вертикальную синхронизацию. Ну а 30, да, смотрите, можно выжить, вполне себе стабильно будет держаться и смотреться. И это у нас получается на таких, ну, относительно средних настройках при ненативном разрешении экрана. О, как раз мы дошли до заставки, нас больше не атакуют. По температуре, по загрузке памяти, всему остальному, в принципе, вы можете видеть, как показывает себя ноутбук. Кое-где греется, ну, немного, наверное, ощутимо. То есть где-то до 74-76 градусов у нас доходит. Как бы не критично, но и не идеально, да, такие средние показатели. Я думаю, давайте закончим с Resident Evil. В целом, примерно понятно, что можно добиться от этой игры на этом ноутбуке. И попробуем запустить Киберпанк. Итак, по такой же схеме сначала попробуем запустить на таких, можно сказать, самых низких настройках. Ну, там что-то немножко на среднем стоит, но в целом это самые низкие настройки, которые можно выбрать. Разрешение у нас также Full HD. Игра хоть чуть-чуть и постарее, но тем не менее требует мощностей, она не особо-то и меньше. Получается, у нас примерно похожая картина на самом деле, то есть это от 40 до 50 кадров. Вот я сейчас сел в машину, у нас резко просело до 36, 33, 32, самая низкая. Вот я комментирую то, что вижу сам сбоку. Весьма и весьма комфортная игра, Full HD разрешение. Хоть и низкие настройки, тем не менее я не вижу никаких проблемных мест, чтобы мне там что-то могло помешать наслаждаться игрой. Я думаю, сразу можем попробовать поменять. Картина, понятно, как это выглядит на низких настройках при Full HD разрешении. Я тут даже не буду внизу сам ничего настраивать, просто выберу средние, как нам предлагает сама игра. Сейчас у нас прогрузилась, и в принципе разница в 10 FPS, 8, наверное, 10 FPS может быть. То есть сейчас у нас где-то 33 кадра, поднимается иногда ближе к 40 и иногда опускается до 30. Все равно комфортно играть, более чем. Опять же, все выглядит очень даже себе неплохо. От консольного опыта не сильно отличается. Я бы сказал, как будто бы, знаете, это мощности PlayStation 4. По сути дела, у PlayStation 4 были нифиговые такие проблемы с Киберпанком на его выходе. Вот, тут, можно сказать, проблем особых-то нет. Вот, просто игра идет не на высоких настройках графики, а на таких вот средних настройках графики. Давайте посмотрим, что будет, если повысить до высоких настроек. Вот давайте, у нас начался экшен. Сейчас будет побольше графики. Посмотрим, как все будет смотреться. Эти 27 смотрятся как будто бы так же стабильно. Ну вот 26, да, есть просадочки. Давайте по ходу сценария поменяем настройки. Обратно включим средние. Напомню, что разрешение я не меняю. На средних у нас уже постабильно, поплавнее. Он получается 34 кадра. Играю с геймпада не супер удобно в данный момент. Пытаюсь еще говорить, сообразить и смотреть в угол экрана, чтобы считать количество кадров. Ну, в целом получается, что около 35-37 у нас точно есть. Вот, ниже 30-ки, по-моему, пока еще не опускалось. Включил низкие настройки. У нас добавилось примерно 6-8 FPS, то есть сейчас где-то 44, 40, 46 было там. Вот, ну, картинка уже намного плавнее кажется, и как будто бы не так сильно проседает. В целом игра идет стабильно, я бы сказал.
Вот какой-то такой вердикт по играм на этом ноутбуке. Я бы сказал, достаточно приятный опыт. Опять же, для неигрового ноутбука вполне себе комфортно поиграть в новинки и в какие-то тяжелые такие игрушечки. Да, на низких настройках, но тем не менее. Если вы возьмете какую-нибудь старую игру, то тогда вообще у вас будет либо высокие настройки, либо в худшем случае средние. Какая-нибудь GTA 5 работает здесь без проблем. Если это 2D-платформер, я вообще молчу. Вот. Только с современными тяжелыми играми могут быть такие вопросики, но опять же, это не игровой ноутбук, не забываем про это. Wi-Fi, Bluetooth, камера, встроенный микрофон, все это есть, все по стандарту. Останавливаться на этом не будем. А вот на чем точно стоит остановиться, так это экран. Как минимум, он тут нестандартный. Это IPS с разрешением сторон 16 на 10 и разрешением 3200 на 2000 пикселей. Супер четкий, супер сочный. Я бы даже сказал, не особо хуже, чем у MacBook. Так еще и цветовой охват 100% sRGB. А это значит, что можно профессионально работать с графикой. Яркость 400 нит, контрастность 1500 к 1. Как я уже сказал, сочно, круто, мое почтение. Рамки по краям экрана, кстати, не самые тонкие, но и не сильно большие. Вполне себе комфортные для глаза. Диагональ получается 16 дюймов и, что еще приятно, частота обновления экрана 90 Гц. Да здравствует плавность. Очень приятно работать и также пригодится для игрушек. По поводу звука. Он неплох, и это, наверное, все, что я могу сказать. Честно говоря, ожидал немножко большего. Не то чтобы он тихий, скрипящий или какой-то такой. Вполне себе обычный звук, как у среднестатистического ноутбука. Я недавно выпускал обзор на Steam Deck и могу сказать, что у него звук ощущается реально круче, чем на этом ноутбуке. Но опять же, можете подключить наушники, либо внешние колонки, и будет все окей. А вот встроенный тачпад, наоборот, очень даже порадовал. Я лично всегда пользуюсь сторонней мышкой, но если нет возможности взять ее с собой, то тачпад вполне себя неплохо покажет. Он большой, плавный, в целом, опять же, очень похоже на то, как оно есть на MacBook. Касательно шумности и нагрева, я бы не сказал, что ощущаю сильный жар в какой-нибудь части корпуса, но он явно присутствует, поэтому и кулер работает достаточно ощутимо, особенно если вы играете в игру или рендерите видео, шум от него будет вполне себе заметен, но это все-таки ноутбук. Как по мне, у них у всех есть такие проблемы при нагрузках. А если вы просто смотрите сериальчик или серфите в интернете, тогда работает он тихо, тут вообще никаких претензий. Встроенная камера 1280 на 720. Ничего выдающегося, ну как бы хорошо, что есть. Зато рядом с ней находится датчик освещенности, поэтому можете включить автоматическую регулировку подсветки прямо как у вас на смартфоне. Последнее, что стоит упомянуть, это комплектацию. Ну тут мне говорить особо не о чем. Вот в такой картонной коробке он поставляется. В подарок китайцы положили наклейки на клавиатуру на русском языке. Также еще какой-то коврик для мышки. Ну, как бы нафиг он нужен. В остальном, коробка как коробка. Ничего больше в комплекте нет. Ну да, зарядка на 100 Вт мощная. Это как бы плюс, скажу, да. Вот. А в остальном все. Что значит в итоге-то получается? Это ноутбук на каждый день для работы и отдыха. Плюс для игр не на максимальных настройках. Но если старенькие, как GTA 5, то вообще на высоких все пойдет без проблем. Хотя по сути Ryzen 7 6800H это без 5 минут процессор M1 Pro от Apple. Только все комфортно на винде, а не на этой вашей macOS. Давайте еще раз зафиксируем самые сильные и слабые стороны. Из плюсов. Внешний вид. Это просто пушка-бомба. Очень удобно, красиво, а самое главное практично. Придете в кафешку с таким и все будут кидать взгляды. Сюда же добавлю про качество сборки. Как у Apple, один в один. Ни о каких люфтах или скрипах даже речи не идет. Экран. Это вообще его огромное достоинство. Очень нравится. Передача цветов, разрешение, размер, все педали. Сам не проверял, но в интернете пишут, что даже круче, чем у MacBook Air
Acer M1. Мощность. Тут, в принципе, все показал и описал. Не тяжелые игры, программы, все пойдет без проблем и с комфортом. В принципе, и тяжелые игры пойдут, просто явно не на максимальных настройках, а на таких средних-низких. Но тут не стоит забывать, что это все-таки не игровой ноутбук, а такой именно рабочий ноутбук с возможностью неплохо так поиграть в игры. Цена. Ну, тут даже никакого сравнения не может быть с Apple, все просто в миллион раз дешевле. Все-таки это сейчас очень доступный ноутбук при своих характеристиках. Аккумулятор достаточно живучий, 7-8 часов полноценной работы можно выжить, а для обычного юзера, наверное, хватит даже целых 10-12 часов. Ну и клавиатура. Здесь просто шик, кнопки нажимаются прекрасно, одно только удовольствие печатать и работать на нем. Теперь пройдемся по минусам. Разрешение экрана 3200 на 2000 пикселей. Это с одной стороны круто, а с другой большая нагрузка на систему. Также из-за этого нестандартного разрешения не все программы могут адекватно масштабироваться. Где-то бывает слишком мелко, где-то наоборот слишком крупно. Например, при замере FPS в играх вы видели, что окошко настроек достаточно небольшое. Из коробки по умолчанию установлено Windows 11. Как по мне, это полная шляпа для работы. Лучше уж самостоятельно переустановить 10, так будет комфортнее работать. Но если вы хотите, чтобы ноутбук был все-таки похож на Mac, тогда стоит оставить 11 винду. Визуально она прям сильно-сильно похожа, поэтому тут каждый сам выбирает для себя. С одной стороны, и переустановить на 10 не проблема, с другой стороны, оставить красивую 11 тоже вариант. Нагрев достаточно сильный. Xiaomi победили тротлинг, но сам нагрев остался, и это, конечно, небольшой минус. Сюда же можно отнести и про шум, но самый большой недочет это Bluetooth. У меня вроде как работает более-менее все нормально. Честно говоря, я не часто его использую на ноутбуке, но многие пользователи в интернете пишут, что это полное дерьмо. Музыка заикается, мышка фризит, ну как бы надо это учитывать. Хотя эту проблему читал, что можно и пофиксить. Один обычный USB. Лучше бы вместо картридера поставили еще один USB, было бы приятней. Но опять же, если что, можете использовать хаб. И последнее разбирается тяжело. Много защелок, часто лазить, чтобы почистить или что-то заменить, опасно. Могли бы сделать разборку полегче. Хочу отметить отдельно, что это никакой не проплаченный обзор. У меня достаточно маленький канал. Бренды не стали бы мне присылать такую дорогую технику на обзор и рекламу, поэтому я тут чисто искренне высказал свое мнение о достаточно хорошем ноутбуке. Даже могу показать, что у меня в истории покупок на AliExpress есть этот ноутбук. А в остальном вот такой вот обзор получился. Если вам понравился этот ноутбук, могу порекомендовать вам посмотреть мое видео про Steam Deck. Я очень старался, когда делал его. Расписал там полный опыт о такой покупке. Если интересно, милости прошу. А если вам понравился звук в этом видео, то тогда посмотрите обзор на микрофон Fifine. Тоже очень годная вещь, либо уже на канале, либо выпущу в ближайшее время. Всем пока!